А догадывается ли кто-то из вас, что сериал «Великолепный век» — это гораздо больше выдумка сценаристов, чем правдивая история любви между султаном и его рабыней? Но настоящая история подчас бывает куда как более захватывающая, чем даже самые смелые фантазии киноделов. Давайте так, нам нравится сериал не только из-за любовной линии, но и из-за сильных характеров героинь. Благодаря их сильному характеру они добились власти, богатства и положения в обществе. Но будем честны, достигли они своих целей только и исключительно благодаря мужчинам. И эти же мужчины наделили их властью. Вот такой вот у нас получается феминизм и половая сегрегация. Знаете, что я вам скажу? Так было не всегда. Ведь когда-то и среди женщин существовали великие воины, которые могли взять свое не только хитростью или через постель, но и силой. И коли уж речь у нас идет об империи мусульманской, я расскажу вам о некоторых сильных женщинах, которые с мечом в руках сражались с притеснениями и несправедливостью. Так вот, султан Селим испытал настоящий шок, когда среди пленных после очередной своей кампании были обнаружены жены шаха Исмаила, Бехрузе и Таджилы Хатун. Каждая из них носила доспех и была при оружии. А на поле брани также облаченными в доспехи осталось множество женских трупов. Историк Сагредо писал об этом в следующей строке. Среди убитых были обнаружены трупы женщин, вступивших на поле брани в форме воинов-мужчин, чтобы разделить участь своих мужей и воинскую честь. Храбрость, мужество и патриотизм этих женщин вызвали восхищение Селима, и он приказал предать их земле с воинскими почестями. Это произошло в битве при Чалдыране 2 сентября 1514 года, и удивительно то, что для персов наличие такого вот женского эскадрона смерти численностью в 10 тысяч человек не было чем-то удивительным. О мужестве этих женщин говорит также тот факт, что в этой битве численное преимущество целиком было на стороне Османской империи: 200 тысяч воинов против 20 тысяч в 10 раз. Теперь представьте изнеженное тело Хюррем Султан в доспехах. Можете? И, честно говоря, я даже не знаю, кто достоин большего уважения: надменная правительница, власть которой просто пришла с тем, что она приглянулась султану, или женщина с мечом в руках, отстаивающая собственную страну в битве с десятикратно превосходящими ее мужчинами. Я против убийств, насилия и всякого такого, но вполне вероятно, что мы восхищаемся не теми героями, которыми действительно должны. Понравилась статья? Подпишитесь на канал, и завтра вы узнаете еще больше интересных фактов об Османской империи. С вами канал Великолепная история. Пока-пока.